И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 7 апреля. Ну и я, наверное, сделаю, знаете, за правило, пока не начнется основная фаза наступательной операции на Донбассе российских вооруженных сил. А она, вот самое главное, пока не началась, кое-какие продвижения есть, то и кое-какие новости есть. Но я сделаю, давайте, за правило, пока вот это не начнется, я буду делать пока один итоговый военный обзор по итогу дня. А все остальное время, два материала, буду посвящать событиям, которые происходят вокруг, естественно, Украины, связанные с Украиной. И раз сегодня утром я рассказал о ситуации на разных частях Украины, то есть та часть, которая находится под контролем российских вооруженных сил, и та часть, которая находится под контролем вооруженных сил Украины, сейчас логичнее перейти к ситуации в России. Тем более, что сегодня правительство Российской Федерации в Госдуме отчитывалось о ситуации в стране. Ну, на самом деле, чиновничьи отчеты меня не интересуют. Меня интересует, как вот я реально живу в городе Севастополь, как изменилась ситуация в городе. Вот вы знаете, принципиально, с того момента, как началась военная операция, я ничего в городе принципиально нового не обнаружил. Магазины как работали, так и работают. Цены в них, ну, немного, естественно, выросли. Тем не менее, никакого ажиотажа нет, никаких перебоев с поставками нет. Я сейчас в данном случае говорю о продуктовых магазинах. Цены, которые, ну, на продукты, которые привязаны к доллару, там компьютеры, там всякая бытовая техника, они, безусловно, выросли. Но в целом это сегодня воспринимается обществом нормально. И самое главное, что все считают, что это ненадолго. Почему? Да потому что именно сегодня случилось тоже интересное событие. Именно сегодня российский рубль к американскому доллару вернулся к той отметке, с которой начинал 24 февраля. 75 рублей за 1 американский доллар. Причем с учетом того, что происходит сейчас на валютном рынке, специалисты говорят, в принципе, российское правительство может легко опустить курс рубля и до 40, и до 50 рублей, с учетом того, что теперь абсолютно вся выручка, которая сегодня идет за проданные Россией товары, так называемые недружественные страны, она обязательно продается за рубли, и уже рубли перечисляются тем контрагентам, которые продают свой товар. Ну и, соответственно, в понятиях до 24 февраля 2022 года это эквивалента продажи всей валютной выручки, что, естественно, давит на доллар и приводит к быстрому укреплению рубля. И сегодня, вы знаете, вот Центробанк хоть опять начинает выкупать доллар. Ну, понятно, что доллар он выкупать теперь не будет. Именно это очень сильно давит на позиции доллара, на позиции других валют, а рубль, соответственно, укрепляется. И также нет никакой паники ни в финансах, ни в каких других отраслях. Тем более, что все больше и большее количество стран постепенно переходит на расчеты с Россией в своих национальных валютах. Соответственно, рубль, ну с Индией рупия, да, рубль, соответственно, с Китаем юань. Идут все больше и больше сообщений, что торговля переводится на валюты. То есть, как бы там ни было, решение Российской Федерации переводить торговлю с недружественными странами за рубли, а также самое главное, решение вот этих так называемых недружественных стран заставить Россию встать на колени, оно приводит к тому, к чему мы и предупреждали. Приводит, по сути, к саморазрушению долларовой системы. И не случайно в этих европейских странах, в США, экономические проблемы только нарастают. Причем все специалисты сходятся во мнении, с учетом того, какие товары поставлялись в Европу из России, и с учетом нарушения вот этих всех логистических цепочек, скорее всего, в самое ближайшее время Европе и США придется столкнуться с серьезным экономическим кризисом, с большой инфляцией и с падением производства. Причем доходы населения расти, скорее всего, не будут, а вероятнее всего они будут даже падать. А расходы этого самого населения будут, соответственно, расти. Потому что подорожают в первую очередь продукты, предполагают от 20 до 50%, энергия, ну и, соответственно, услуги ЖКХ. И это на самом деле будет очень серьезным испытанием для европейцев и американцев, которые привыкли жить в кредит. Многие из них живут, как по сути, от зарплаты до зарплаты. И нынешний экономический удар для многих будет катастрофический. Если, безусловно, эти все страны не полезут в долги. Но полезть в долги им становится все труднее и труднее. Потому что если мы внимательно посмотрим на перечень тех стран, которые сегодня приняли санкции против России, и те страны, которые это не поддержали, то мы увидим, что основная масса стран, которая сегодня сплотилась против России, это страны-потребители. А страны-производители, они все за Москву. И, соответственно, долги, которые раньше европейцы и американцы имитировали и сбрасывали в остальной мир, они теперь этого делать не могут. Они могут их сбрасывать друг другу, но это будет только увеличивать инфляцию. И постепенно инфляция может перейти в гиперинфляцию, что для западного мира равно катастрофе. То есть экономический кризис дальше может все усугубляться и в конечном итоге приведет к очень резкому изменению внутреннего политического ландшафта. Вот ровно то же самое, что происходило в Европе в 30-е годы во время большого мирового кризиса. В конечном итоге во многих странах появились фашистские диктатуры,
И ничем хорошим для Европы это не закончилось. И то же самое сегодня на фоне разворачивается событий не только на Украине, но вообще в Восточной Европе уже почти гарантированно будет и на Западе. Поэтому основная борьба на самом деле, она сейчас, да, безусловно, на фронте воюет армия, но основная борьба, она происходит в экономике. И первый месяц экономических сражений показал, что Россия к этой войне подготовилась хорошо, а вот Европа и Соединенные Штаты Америки очень слабо. Да, безусловно, все дальше может измениться, но пока ситуация выглядит именно таким вот образом. На этом по этой теме на пока у меня все. И следующий материал, это будет вечерний обзор событий на фронтах, где я вам расскажу все то, что происходило этой ночью и на протяжении сегодняшнего дня. До свидания, до новых встреч.